Это как-то массово, резко, и началась вырубка. Никто ничего не понял. Естественно, местные жители начали панику, побоялись, что будут вырубать лес для постройки ЖК. Слухов было много, а информации не было совсем. И, естественно, люди пошли спрашивать, интересоваться, что происходит. Полиция не пускает. Набор довольно любопытный. Заявление психиатров, которые я прям отдельно бы разобрал, потому что это чета семейства Бухановских, достаточно известный, и заявление, которое меня, честно говоря, поставили в тупик. Ранение активистки Хим тоже очень любопытно. Прям вот я даже призываю в этот раз, что по одному случаю, ну, про психиатров, честно говоря, там, наверное, мало будет что добавить, помимо того, что я напомню. А вот по поводу Хим здесь не могу быть однозначным, но персонаж очень любопытный. Вообще она из «Дома-2», она была типа из команды Марцинкевича в каком-то смысле. Жутко любопытно, потому что там у меня есть, короче говоря, своя версия, и она такая любопытная, короче говоря, девушка. Галицкий уехал, задержания в Кунцево тем временем продолжаются, люди не хотят, чтобы у них сносили остатки деревьев, а им говорят, что, значит, будете либо сидеть, либо лежать в больнице с сотрясениями мозга. Обвинение Евстигнеева, оскорбление в адрес Армении. Давайте пройдемся об этом поподробнее, не забудьте подписаться, это «Цифровая война», здесь ни просьбы, ни улыбочки. Улыбочки — это лайки и дизлайки, если не понравилось. Ваши комментарии мне для ориентирования крайне полезны. Что касается распространения и, в принципе, подписок, это тут уже борьба. Ну, короче говоря, выбирайте свою сторону. Тем временем, на 18-м съезде психиатров России главврач клиники «Феникс», еще раз, достаточно очень известное такое заведение, скажем так, образование, вот эта клиника, Ольга Бухановская, это чета очень длинная, то есть начиная вот у этой Ольги Бухановской, у нее был папа Бухановский, который Чикатило ловил, перед ним был его папа, который был хирургом, если я ничего не путаю, очень хорошим, с онкологией боролся. Его папа был, ее папа был героем, практически его можно так назвать, потому что во времена излета СССР он был таким пионером, как его называют, но это очень смело, надо было высказаться, что люди по поводу своей самоидентификации, что касается гендерной принадлежности, бывает факт, он научно доказывал, что бывают люди, которые, ну, скажем так, да, то есть он может быть женщина-мужчина, то есть он может быть женщиной, при том, что родился физически мужчиной, но то есть на уровне, он психиатр был, он ученый, он не Ольга, а он настоящий ученый, гений, который утверждал, что, короче говоря, что такое бывает, и он, через него проходили в те времена, надо было пройти через психиатра, прежде чем, допустим, попасть на операцию, и он давал одобрение некоторым, то есть он проверял людей и приходил к выводу, что, изменение пола, короче говоря, принимал в этом участие. Больше того, вот здесь самый важный момент, на котором я поставил бы акцент, он однозначно делал вывод, что если человека пытаться переубедить, на него давить, то доведешь его до суицида. То есть ты не он урод ты, что ты не можешь понять, что люди бывают разные. Вот это был папа Бухановской. И тут выступает Ольга Бухановская, которая просто, вы понимаете, я не могу сказать, что она вытерла ноги о память папы. Я бы сказал, что она просто сняла трусы и навалила на могилу своего папы, а дальше уже вытерла. Вот так хочется ей жрать. И не успев допереварить, вываливать снизу еще не допереваренное, чтобы текло, и снова жрать. Я это не могу объяснить по-другому, потому что она назвала гомосексуальность и трансгендерность психическими расстройствами. И перечислила несколько категорий, включая трансвестизм, фетишный и шизофрению в сочетании с периодической эфеминацией. Она также, господи, зачем мне все это? Она также заявила о пятой колонии в медицине, обвинив ряд специалистов, своего папу, получается, в продвижении гендерной теории. В материалах отмечают, представляете, то есть она просто вытерла ноги своего отца, я так понимаю, что это семейство, да, такое, еврея чеченская, такая смесь ядерная, это просто она нелюдь какой-то. Еще раз, я в этом вообще ничего не понимаю, вот чтобы вы поняли, для меня это вырвано из общей тематики. Это очень важно понимать, что, есть эти споры, да, там, вы можете спорить на любую, можете относиться, можете быть гомофобом, можете не быть, ее отец, ее вообще знают, она жрет только потому, что ее отец был этим самым пионером и решился, в советское время ничего себе за это посадить могли, он решился, как-то добился этого, что взял и вот он высказывался и строил вот эти теории о том, что если давить на этого человека, если говорить то, что она говорит, то можно кого-то убить, довести до суицида.
И она выходит, и она просто занимается убийством. Еще раз, в рамках их семьи. Я даже вот призываю вас не выносить это на ваши отношения. Ее отец научную работу делал. О том, что, если вот такое говорить, то, что она сейчас говорит, это убивать людей. И она такое говорит. В материалах отмечают, что в МКБ-11 эти состояния перенесены в раздел сексуального здоровья, а в России внедрение МКБ-11 приостановили в 2024 году. В общем, если честно, тот случай, когда это биохлам, о котором больше я ничего не скажу. Вот только я просто напомнил про ее папу и про ее дедушку для того, чтобы оценить ее. Я не считаю, что ее надо оценивать на международном каком-то, я не знаю, кто там ее на какой форум пригласил. Надо сначала понять, что она из себя представляет. И психиатрам ее показать, ну, каким-то нормальным, адекватным. Я не знаю, нормальным, адекватным. После нее уже хочется уточнять, что психиатры, вот, хочется надеяться, что среди них есть адекватные. И еще раз, это разговор ее с ее отцом. Я даже лезть в это не хочу, ну, с адекватностью что-то там. Бывшая участница «Дома-2» и активистка Наталья Хим, у нее есть прозвище «Максимум», ранее призывавшая грабить цветы с мемориала Навального, получила ранение на линии фронта. Честно сразу скажу, что не верю. Ну, просто очень часто такие шоуменши, они тик-ток бойцы, и они могут просто что-то инсценировать. Я просто не знаю, но я сразу сомневаюсь автоматически с порога. Не знаю, нужны какие-то доказательства. При том, что это Астра публикует. У меня, как я не верю, ни что Симонян, ни что все до нее, там, они все раком болеют. Этот Каково, который ведет, он уже давно болеет, он просто уже не знает, как бы так сделать, чтобы уже перестать болеть. Мне один попадался деятель, тот был из плановых защитников парка Тайган, ну там совершенно какая-то бандитская среда, там столько людей пострадало, там погибшие есть. Вот, он их защищал, ну, видимо, хорошо ему проплачивали. Тот тоже в какой-то момент, они это часто используют, тоже резко заболел раком. Этот вообще за неделю выздоровел. Ну, я к тому, что, в общем, у меня большой комплект того, что приходилось видеть, что они очень, любят называть свои вот такие болезни всякие страшные. Вот, так что ранено, не знаю. В ее телеграм-канале сообщили, что она попала в госпиталь, в ее канале, это маловато. Сейчас жива, точные обстоятельства места инцидента не уточняются. Что в ней любопытно, со своей стороны сказал бы, да то, что она одна из участниц фильма, там приехал какой-то из Израиля деятель, явно заказная была киношка, крайне сомнительная. У меня где-то даже, по-моему, была пометка о ней некоторые подробности, сейчас если найду. В общем, суть в том, что она из вроде как последователей Марцинкевича, но, знаете, есть такая методика, это попадалось мне много в каких кейсах, которые я рассматривал, те или иные криминальные события, расследования. И вот, например, я вам специально приведу пример того случая, когда вы не сможете встать на противную сторону. То есть была очень хорошая преподаватель Тазикенова. И она знала много по поводу того, как из детского дома забирали детей, потом начали выясняться страшные всякие факты, чуть позже там ПРИКО, это «Ласковый май», и что там делали с детьми, такие факты выходили совершенно ужасные. Все это было под эгидой Коммуняк, Фрунзенский райком комсомола, это даже у Алены Блин прозвучало, Катя Гордон высказывалась, там можете смотреть, Ходорковский там звучит, Фрунзенский райком комсомола, а именно под его эгиду уводили. Вот, и к ней, к этой Валентине Тазикеновой, засунули какого-то сотрудника, он проработал всего неделю, поизображал, что работал. То есть явно затолкали, надавили на нее. Он потом вышел с обличительными речами, что он выяснил, что она вообще грабитель, вообще какая-то инопланетная совершенно бандюга. То есть он начал нести какую-то совершенно еще ересь, но он был явно засланный казачок. Вот. Я это к чему? К тому, что такое попадается, когда кого-то внедряют, и он должен дискредитировать изнутри. Этому вроде как больше доверия. Не знаю, это вы говорите, больше ли у вас доверия, а у меня сразу как раз появляются скорее сомнения. Сейчас посмотрю, если у меня по поводу вот этой, любопытной гражданки. Так, вот да, я просто задал вопрос искусственному интеллекту. Скажи мне, может ли она быть диверсанткой? Вот по поводу того, как она оказывалась, что она говорила. Аргументы за версию о дискредитации изнутри. Слишком она гротескная, плакатный образ, логически Хим говорила на камеру вещи, которые идеально ложились в образ абсолютного зла.
для обывателя любовь к видео с отрезаниями, там, ну, еще жуткими вещами, и что Марцинкевичу ничего, что из этого не свойственно было. Больше того, на него нет ни одного доказательства, чтобы были, ну, там, вплоть до лишения жизни. А вот именно эти в фильме, когда приехал какой-то деятель из Израиля, какой-то израильский житель, снял какой-то фильм, который даже имел резонанс, но там в фильме все построено вот на словах вот этих засланных. Ну как засланных, там многие говорили, ой, мы с ним, то есть это Марцинкевич, может, их там знал, не знал, но они когда болтались рядом, втирались в доверие, а потом от его как бы имени они радикализировали, то есть их высказывания были совершенно за гранью. Но это не значит, что они были и у Марцинкевича. Еще раз, вот это важный момент, хотя можно, конечно, разбираться, у него и своих выражений хватало, но на него нет ни одного доказательства по поводу убийств, а это очень важно, потому что это надо объяснять. Для спецслужб или создателей пропагандистского контента такой персонаж находка. Она не просто участвовала, она создана Собчак. Так что здесь тоже звучит Дом-2, я всегда связываю это с Собчак. То есть такие выходцы, которые потом медийное поле используют для политического где-то влияния, давления, подталкивания. Я это Малаховщиной называю, то есть оседлать. Она не просто участвовала, она создавала максимально отталкивающий медийный шлейф всему движению. То есть это первый аргумент, который за, будут и против, так чтобы быть честными и объективными. Удивительная неприкосновенность в РФ, когда реструкты громили в 2014-2015 годах, Валентину Тузикену, кстати, в те же времена, под каток уголовных дел вплоть до огромных сроков попали десятки рядовых участников и соратников Тесака. Хим же открыто наговорившая в фильме на несколько тяжелых статей УК РФ, включая экстремизм, оправдание терроризма, насилие, не просто осталась на свободе, а легально и публично уехала на Донбасс, став там системным волонтером и медийным лицом. Ну, делайте выводы. С логической точки зрения такой иммунитет, я попросил, я вообще его не подводил, вот так иногда даешь какой-то промпт, задачу, вообще просто сказал, с точки зрения логики, может быть она засланным казачком или нет. И он вот понаходился вот своей логикой электронной. С логической точки зрения такой иммунитет часто объясняется либо сотрудничеством с органами, курированием, либо выполнением конкретной задачи. Третий аргумент. Использование бэкграунда из «Дома-2». Человек с опытом участия в постановочном реалити-шоу умеет работать на камеру, держать образ, выполнять режиссерские задачи, привлечение медийного, пусть и специфического лица в радикальное движение всегда вызывает вопросы, пришла она туда сама и по убеждениям, или ее подсветили нужно. Аргументы против, и благодаря вот этим говорили всегда, что Марцинкевич там работал на власть. Я еще раз, я не знаю, я вот так подробно хотите, могу поразбирать, пишите комментарии. Но здесь скорее его придавали вид какой-то, вот при помощи, наверное, вот этих. Марцинкевич, при том, что, это уже аргументы отрицательные пошли. То есть, почему это сомнение может вызывать? Что, может, не диверсант, да? Марцинкевич сам был мастером эпатажа и радикального контента, да. Тесаку не нужен был Хим, чтобы его дискредитировать. Ну, так себе аргументик, потому что, ну, ему-то, может, и не нужно, но подсовывать ему будут, для того, чтобы усиливать, да, и ему прилепить вот это такое уже отталкивающее, чтобы его дискредитировать. Он прекрасно справлялся сам, его ранние ролики формата 18 строились на инсценировках казней, жестоком юморе, ну, да, этого я ничего не отрицаю. Хим вписалась в эту экосистему, но ей, вот, ладно, это мое мнение, что ей надо было его привязать уже к реальным убийствам. Ну, не знаю. Просто очень много фактов довольно странных. То, что в тюрьме на него явно давит. Он сидит, ну, просто под давлением в чем-то признается. Зачем это нужно? Зачем это нужно? Сделать открытое расследование, чтобы я посмотрел, что вы что-то доказали. Ни одного доказательства у него нет. Это очень важно. Эволюция движения от борьбы значит, с извращенцами к политике, значит, для огромного количества людей Тесак запомнился проектами, да, люди-то запоминают, что он защищал их детей, или борьбой со спайсами. На этом этапе движение выглядело как социальный патруль и имело огромную поддержку граждан, уставших от бездействия полиции. Но логика власти в РФ такова: любая неуправляемая структура, способная мобилизовать тысячи крепких парней, подлежит уничтожению. Независимо от того, ловят они кого-то там или не ловят. Дискредитация через фильм «Кредит на убийство», да, вот этот фильм был снят, могла быть не результатом работы одной Хим, а скоординированной кампанией по очернению движения, по сути своей, в глазах той самой сочувствующей публики, чтобы довести до абсурда. Чтобы закрытие реструктора не вызвало больших, по крайней мере, протестов. Ну, пишет просто протестов. Суть фильма «Кредит на вот это убийство», значит, фильм строится на рассказах людей, там только на рассказах, абсолютно, ну, то есть вообще ничто. Я такой фильм могу снять про этого режиссера, я там еще похлеще его могу в чем-то обвинить.
Логически верно. Этот фильм не юридический документ, не приговор суда, а журналистское расследование, ну, с позволения сказать. Причем со специфическим ракурсом автора. Там действительно много допущений. Свидетели, включая перебежчиков или бывших соратников, лица явно заинтересованные. Для суда такие материалы сшиты белыми нитками, но для медийной войны этого было вполне достаточно. В резюме, была ли Наталья Хим засланным казачком? Изначально вопрос. Документальных доказательств этому нет, согласен, но логически можно утверждать следующее: ее поведение, риторика и последующая траектория движения идеально послужили делу уничтожения легитимности образа Тесака. Ее руками и языком была выполнена задача по... Вы понимаете, да, почему в России запрещают искусственный интеллект? Ну вот, наверное, потому что я ему один вопрос задал, и он мне все расписал. Кстати, если можете поспорить, скажите, что это что, не тот, что ты расписал, может быть. А в глазах общественности, в сборище маргиналов, одобряющих, в общем, всякие ужасы. Короче, вот такую штучку я к этому добавил, тут уж как-то вы со своей стороны можете тоже добавить. Инвестор Александр Галицкий тем временем выехал из России по голландскому паспорту через Беларусь через 2 дня после решения суда о признании фонда Алмаз Capital Partners экстремистским. Ну, я напомню, что это вообще не главное событие вокруг его жизни. Главное то, что после его заявления его жену затащили в следственный изолятор. Очень много было странностей. Даже Меркачева подключалась, пытаясь нам доказать, что она сама повесилась, вот эта жена. Но там просто вот... Я не знаю, напишите, если хоть один кто-то, кто бы считал, что она с собой покончила. Ну, то есть, просто на это ничто не указывает. То есть, ее явно убили там просто. Но вот хорошо себя чувствует, значит, ее муженек бывший. Прокуратура заявила об этом в Мосгорсуде при рассмотрении апелляции. Ранее суд признал фонд экстремистским и обратил в доход государства имущество, связанное с Галицким, на сумму около 8 миллиардов рублей. В Москве около сотни жителей вышли на акцию против вырубки леса в Кунцево, предположительно для нужд Минобороны. Ну, естественно, с ними никто не разговаривает, они не люди, их просто хватают, несколько человек уже задержаны. Очевидцы сообщают о массовом протесте и реакции властей на месте. Бывшего политического активиста и бывшего узника лагерей Сергея Евстигнеева обвиняют в содействии всяким нехорошим вещам из-за перевода 500 рублей, только посодействовал, страшное дело, в пользу канала «Артподготовка». Его содержат в следственном изоляторе 11 Ногинска. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Кстати, вот хорошо, что мы начали с вами с психиатров, которых явно начинают прокачивать. Похоже, надо реабилитировать, ну, то есть реанимировать будут, ну, не знаю, предполагаю, саму вот эту систему карательной медицины. Ну, я просто, как еще это объяснить? Случай за случаем, то один, то второй, то третий, пятый, десятый, все в дурдоме. Как это вообще понимать-то? Ну, просто часто это стало встречаться. Сроком на месяц. Правозащитники сообщают о трудном материальном положении Евстигнеева и просят помощь в оплате адвоката. Тем временем в Армении спикер парламента Ален Симонян резко отреагировал на высказывания российских ведущих Владимира Соловьева и Маргариты Симонян, назвав их фантастическими тварями. Ну, наверное, задался вопросом, где они обитают. Подсказать ему? Поводом стали реплики Симонян о якобы употреблении армянами грибов. Ну, я не знаю. Ну, воспринимайте это уже как-то поспокойнее. Кто это такая Симонян? Вы вдумайтесь просто, с кем вы говорите? Ну, какая-то женщина, может быть, нетрезвая, может быть, не в самой теплой луже, может быть, ей даже самой как-то скучно, холодно и одиноко. А вы еще ее, понимаете, унижаете. Будьте все-таки как-то галантными. Не обращайте внимания. Она не плачет, она не стонет, она поет. И обвинение в адрес премьер-министра Николы Пашиняна. Соловьев поддержал ее и добавил саркастическую ремарку. Ну, 2 женщины в луже. Значит, лужа чуть теплей, ибо одному оно всегда прохладнее. Ну, не знаю. Короче говоря, слова всем поддержки, всем доброты, улыбок, победы. Они только с улыбкой бывают на губах. Никакого упадничества. Всегда к этому призываю. Берегите себя. Процветания вам и вашим близким. Мудрости, здоровья, друзья мои. И увидимся в следующих новостях обязательно.